О воздухе начали говорить как о проблеме? О воздухе, да, начали говорить о проблеме. Во-первых, у людей началась, с одной стороны, паника, поскольку все увидели, что данные катастрофически отличаются от нормативов, рекомендованных ВОЗ. Это во-первых. А во-вторых, рекомендация, что лучше остаться дома. И у людей началась паника, и многие даже спекулировали вот этими скриншотами и писали рекомендацию, рекомендуется остаться дома и умереть. И вот этот мем начали рассылать по соцсетям, он произвел тоже фурор, и даже в медиа появились статьи, что приложение АОА рекомендует людям остаться дома и умереть. В Алматы я переехал еще в детстве с семьей. Мы переехали сюда, когда мне было 8 лет. И я сразу же влюбился в этот город. Я здесь, можно сказать, вырос. Закончил школу, университет, состоялся. Успел пожить за рубежом, попутешествовать, увидел мир. Но всегда возвращался в этот город. Обрел здесь много друзей, женился, создал семью, построил дом, посадил дерево и сейчас воспитываю сына. Я, наверное, один из тех людей, кто, как став родителем, наверное, начал задумываться, хочу ли я, чтобы здесь жили мои дети. Все по причине алматинского воздуха. Ну, теперь мне надо разобраться в этом вопросе. Нам нужны эксперты. Да, все, давайте. Что, щелкаете, вырежете? Ученым в Казахстане быть достаточно сложно. И они держатся на голом энтузиазме. В принципе, быть ученым, когда спрашивают, почему вы ученые, это когда ты хоть... Все у ученых нету как бы такой цели заработать или прославиться. Они хотят изменить мир к лучшему. Ну, мир это амбициозно, в свой город, свое окружение и внести свой вклад. То есть как раз-таки результат нашей работы — это внести научный вклад, который приводит к изменениям. Я занимаюсь Я химик по образованию, закончила все в КазГУ, но мои исследования, они сосредоточены на исследовании объектов окружающей среды, это environmental science, то есть у нас это называют экология, это вода, воздух, почва. На бакалавриате я начинала изучать эти 3 объекта, потом с магистратуры сосредоточилась больше на воздух, потому что мы видели, что очень мало исследований, но за окном что-то видно и творится. Воздух в Алмате настолько плохой, что мы можем его увидеть, физически его увидеть. Насколько он опасен для нашего здоровья? Действительно, воздух в Алмате очень грязный, и влияние загрязненного воздуха на здоровье можно изучать с разных позиций. Но сгруппировать основные эффекты можно следующим образом. Загрязнение воздуха вызывает онкологическую патологию, то есть рак разной локализации, а с другой стороны, загрязнение воздуха вызывает неонкологическую, так называемую общесоматическую патологию. Этот термин можно встретить широко даже сейчас в популярной литературе. То есть это все различные группы системы органов организма человека, которые, так сказать, могут отреагировать на загрязнение. Иными словами, загрязнение воздуха, в частности, взвешенные частицы мелкие, малого аэродинамического диаметра, вызывают онкологические заболевания, рак легких. Установлена высокая ассоциация или высокий уровень достоверности в том, что загрязнение воздуха мелкими взвешенными частицами вызывает рак легкого. И некоторые другие виды рака, они в процессе изучения. Однако большее внимание привлекают, так сказать, заболевания респираторной системы, болезни органов дыхания, болезни сердечно-сосудистой системы и различных других органов, а также в последнее время изучается влияние на те эффекты, которые мы раньше не ассоциировали с загрязнением воздуха. Например, депрессия, уровень настроения, качество вождения и автомобилей, агрессивность на дорогах — это также эффект, который изучается в связи с загрязнением воздуха. Это успеваемость детей в школах.
это степень когнитивного нарушения у детей и взрослых, это вероятность снижения памяти или каких-то там, я не знаю, способностей к мыслительной деятельности у населения и так далее. Вот эти эффекты, которые раньше получали очень мало внимания, сейчас широко изучаются. Но то, что мы уже очень хорошо знаем, и то, что установлено на десятках и сотнях миллионов людей, это то, что загрязнение воздуха повышает риск почти всех болезней органов дыхания, в первую очередь хронической обструктивной болезни легких, рака легкого, как я уже сказал, из онкологической группы, астмы, повышает вероятность того, что человек, имея астму, будет иметь ее более тяжелое течение, чаще будет ложиться в больницу, больше потребность в госпитализации, выше уровень аллергизации населения. То есть количество людей, страдающих аллергией, это тоже болезнь органов дыхания, значительно выше там, где загрязнение воздуха больше. Ну, конечно, не очень приятно, что такое происходит по чьей-то вине. Мне кажется, это достаточно решаемый вопрос, потому что наш мегаполис — это не единственный город, который загрязнен в мире. Но одно мы, я думаю, все знаем, как говорит в Алмате, да, когда ты уезжаешь хоть куда просто, в другой город, дышать становится легче. Жазда неге сторис әдемірек, жаңағы шөптің жасыл болғанда емес, смогтың аздығында. Расын айтқан дұрыс негізі. Осы туралы сөйлескенбіз біраз адамдармен, біраз жылдарды талқылап, сонымен бір аксиомаға келдік. Біздің ортамызда жаңағы жаздың күні смог аз, сол себепті видео телефоннан түсірсең де әдемірек. Смог аз, бірақ смог жоқ деп айта алмаймыз. Целью нашего фонда является достижение экологической справедливости. Потому что воздух — это право каждого человека абсолютное на жизнь, на здоровье. Сейчас в Алматы, к сожалению, это стало привилегией. То есть кто-то имеет возможность уезжать на зиму куда-то к морю, покупать дом где-то в горах и, в принципе, так или иначе снижать воздействие смога. Но не все, к сожалению, имеют такую возможность. Есть большая доля людей, которые, к сожалению, вынуждены дышать тем, что есть. И это создает очень серьезную социально-экологическую несправедливость. Это было вдохновлено тем, что я в ту зиму решил здесь пожить и увидел, насколько сильный смог. Это был шок вообще. Я такого нигде не видел. Қазақ емес, да? Қазақ емес, таныс жігіт көшіп келген, и маған жазады, Алматыға көшіп келген, жұмыс істеуге. И меня еще удивило, будто все уже как-то с этим свыклись или как, да? И как бы все так достаточно относятся спокойно. А это на самом деле очень серьезная и масштабная проблема. Я помню, вы мне написали, типа, Канат, привет, я вот переехал в Алматы. Что у вас со смогом? Не ужатов смогпен? Или сендерге уже бәрібір ма дейді? Сосы маған қатты тиіп қалды. Или ты тоже ок с этим? И мен бір секунд, шынымен бәрібір дедім. И вот это слово «или ты тоже ок с этим», оно меня так взбудоражило, и я внутри себя ответил, я, кажется, тоже ок с этим. Я всегда говорю, что основной — это не единственный загрязнитель. Проблема загрязнения воздуха Алматы, она комплексная. То есть всем, как мне сказали, не нужно быть доктором наук, чтобы знать, что загрязняет. Мы все знаем, что это выброс автомобильного транспорта, сжигание угля как в частном секторе, так и на ТЭЦ, отсутствие розы ветров, да, массовая застройка тоже мешает этому. И так, частный сектор сказала, также еще частный сектор, они сжигают помимо угля вообще непонятно что, мусор, скажем так. Вот. То есть основной — это никогда не единственный. То есть проблема должна быть комплексная. В зимний период это однозначно сжигание твердого топлива. К твердому топливу я отношу уголь, то есть экобастузский 42% зольности. Это, то есть это самый худший уголь в мире. Это не самый качественный уголь. Тоже лоббирование интереса. Ну, наверное, просто дешевый. Девушка, Сальмас, вы в Алматы живете? Скажите, пожалуйста, только честно. Вот нам нужно мнение ваше по поводу воздуха в Алматы. Ужасное. Ужасное? Да. Знаете, вот и такой интересный вопрос. Возможно ли такое, что из-за смога
вы будете искать другой город для жилья? Возможно. Серьезно? Да. Вы об Ну, у этом меня уже- аллергия уже очень сильная. Да и, в общем, Алмата, я считаю, не сильно обдувается за счет гор, то есть ветра не уносят весь смог, и поэтому весь смог накапливается. То есть вы задумывались о переезде? Конечно. из-за этого? Конечно. Блин. Ну, я коренная алматинка, у меня все, в принципе, родители коренные. А мы не местные? Не алматинцы? Ага, вы тоже нет? Нет. Откуда приехали? Таразов. С Тараза. Как в Таразе экология? Таразе? Нормально. Ну, лучше, наверное, чем здесь. Сестренка, братишка, мы все коренные, но мы думаем о переезде, потому что, ну, реально здесь жить невозможно. У меня племянник маленький, жить невозможно из-за того, что дышать невозможно. Некоторую роль играют, вейпы, электронные вейпы. сигареты. Вейпы. Смог? А какой смог? В Алматы Ну, смог. я знаю, ну это уже привыкли. Привыкли вы? Да, А вас легкие не- все дышат. Сәлем қалайсың, неге алмайсың, қанша шалдым телефон. Ну, вот так вот. Ай, круто, круто. Это начало. Смотрите, вот интересно у творческого человека спросить. Мы про смог снимаем. В Алмате. смог? Да. Вот. Вы в Алмате живете? Да, в Алмате. Как на вас отражается смог? Что вы думаете? Ну, конечно, очень вредно, но Сейчас уже улучшения есть же. Какие Сейчас улучшения? электрокары выходят. Так. Ну, она постепенно угаснет, потом чистым будет город. Вы думаете, просто нужно время? Да, конечно. Вы считаете, это не проблема? Снимайте, да? Да, конечно. Видите, какая съемочная группа? О, классно. Как вы считаете, это проблема для города? Ну, не очень, кажется. Не очень? А что? То есть вас это никак не задевает, да? То есть вам это никак не мешает? Нет. Дышится нормально вам зимой, когда вот топят печку, частные дома, когда ТЭЦ на полную фигачит, когда машины, пробки, вам норм, да? То есть там аллергии, там, не знаю, просто неприятно ходить. Такого нету? Нет, нормально вроде. Классно вам, слушайте. Счастливый человек. Да, конечно. Так. Альхамдулилля. Вот это все надо объяснить. Ну, Тоже вкратце. если тут, да, у нас очень много недопонимают серьезность проблемы воздуха, потому что видно зимой, да, в отопительный сезон, когда холодно, и не видно летом. Но есть основная 8 соединений. На самом деле в воздухе тысячи загрязняющих веществ, но какие-то могут быть опасные для здоровья, какие-то нет. Почему зимой мы видим, а летом как бы не видим, и кажется, складывается ощущение, что летом все нормально, хотя на днях тоже было на 18 этаже, видно тоже все равно смог, потому что автомобили-то никуда не деваются круглый год. Климатических изменений, климата и загрязнения воздуха, хотела также отметить, что наша крупнейшая программа как-то эти вот цифры населением не воспринимаются. То есть слышат все, что у нас наибольшее загрязнение воздуха в городах от транспорта. Да? Ну и на этой констатации фактов за ними не видно мер. А почему это не видно? Потому что вот с одной стороны мы очень давно спорим о методиках подсчета, так как нам важно понять именно вредные вещества, да, которые влияют на здоровье. А для этого должна быть очень сильная интегрированная политика, где должны работать активно в связке представители 3 секторов. Это сектор здоровья, то есть Министерство здравоохранения, Министерство экологии, как орган, который должен утверждать методики, опять же, и следить за тем, как считаются выбросы и как по ним отчитываются, потому что с точки зрения отчетности вообще все, я считаю, плохо. В Казахстане, по крайней мере, но я думаю, что и в других странах, с которыми мы работали, пытались посмотреть цифры. И третье, это, конечно, Министерство транспорта. Вот мне очень жаль, что когда, несмотря на то, что транспорт является, так скажем, основным источником загрязнения в городах, у нас на конференциях по чистому воздуху отсутствует всегда практически Министерство транспорта. Ну, конечно, то есть пока говорить о том, что в Алматы существуют условия, чтобы резко сократить количество выбросов, исходя из текущей вот на 2024 год, каких-то существенных изменений не происходит последние годы, потому что
ТЭЦ, пока ее там переведут на газ, да, еще там года 2 потребуется. А с точки зрения автомобильного транспорта, за которым я непосредственно слежу, опять же, у нас ничего не принято в контексте того, чтобы у нас как-то улучшился автопарк частный. Да? У нас не решена проблема утилизации и изымания из оборота старых автомобилей. То есть пока никаких мер не предпринято. Все, что говорится о том, что обновление пойдет там, за счет электромобилей там, или продажи кредитов на продажу новых автомобилей, но все это капли в море пока в контексте вот общей массы. Поэтому автомобили, конечно, вносят существенный вклад, как я уже до этого говорила, вся опасность именно автомобильных выбросов в том, что они вот тут, вокруг нас, они рядом. Да, просто я пытаюсь объяснить, что в ТЭЦ поставляется уголь 42%, но там проблема, не проблема, там другая технология, сжигается под большой температурой. Когда поставляется уголь в частный сектор, и там высокая труба, да, на ТЭЦ, когда поступает на частный сектор, кстати, поступает он с большими перекупщиками, им достаточно дорого его покупать, почему некоторые вынуждены сжигать уголь, если нет газификации. Ну, из газификации там тоже отдельная тема. Но у них температура в этих печках меньше, трубы ниже. Вот. Также и с автомобилями. То есть тут тоже нужно учитывать, если мы рассматриваем ТЭЦ как объект, который сжигает какое-то топливо, с автомобиля это жидкое топливо. Бензин, дизель, без разницы, назовем его жидкое топливо. Тут тоже нужно учитывать, какой автомобиль, есть ли у него системы катализаторов, то есть это катализаторы до сжигания, как обслуживали. И вообще даже манера вождения, то есть вот эти пробки, когда вот так вот все время тормозишь, есть исследования, которые показывают, что выбросов происходит больше. То есть когда едешь плавно, у тебя двигатель нагрет, потому что первые большинство соединений, они на холодном старте. И вот это долгое нагревание машины тоже не есть хорошо. Вот. Давай насчет тачек пообщаемся. Да, давай. Что в итоге в машинах эксперты говорят? Вообще сложно, очень сложно. Почему? Потому что когда человек приобретает машину, особенно старую, он вообще не думает о катализаторах, он вообще не думает о выхлопной системе. Человек думает, чтобы у него работала коробка переключения, чтобы у него работал хорошо двигатель, чтобы его ходовая часть была в идеальном состоянии. Но не задумывается, что такие детали, как лямбда-зон, специально придуманные для того, чтобы считывать показатели выхлопа двигателя, они очень важны. И если у человека компьютер в машине жалуется на лямбда-зон и показывает: дорогой, у тебя проблемы с выхлопом, проверь свою выхлопную систему. Как ты думаешь, что он делает? Он едет на СТО и вырезает эти лямбда-зоны. Есть проблема экопостов, которые тоже неэффективны. Нужны передвижные экопосты внутри города. Нужно работать с автовладельцами, и тогда нужно менять этот вот awareness, этот вот mindset в голове человека, и тогда начнутся изменения. Потому что сейчас человек все, что думает, я не влияю на эту проблему. ТЭЦ поменяйте, все будет классно. Но, к сожалению, не только ТЭЦ нужно менять. Нужно менять свои привычки, нужно менять свой менталитет. Нужно задумываться о том, на какой машине ты ездишь, а насколько она экологична. И причем вопрос катализаторов никогда не стоит как рекомендация, замена катализаторов. Когда ты приезжаешь на СТО и говоришь мастеру, что у меня случилось, он сканирует автомобиль, компьютерная диагностика, и говорит: у тебя проблемы катализаторов. Ты задаешь вопрос: что мне делать? И мастер говорит: вырезай. Он просто говорит: вырезай. Он не говорит: иди меняй, потому что он знает, что когда скажет замени, допустим, как в ходовой части амортизатор, то человек при виде ценника, не заменит. Он начнет искать другие варианты. Поэтому он сразу лучше отсекает. заработать сейчас. Да, и он просто заработает сейчас.
Общаясь с водителями, когда ты спрашиваешь у них, задумаешься ли ты о воздухе, они же особо говорят, ну, то есть я снимаю фильм, они говорят, нет, нам все нормально с воздухом. Мы выяснили, что 60% автомобилей здесь не имеют катализаторов. Они спилены просто. То есть или же автомобиль слишком старый, и этот катализатор начал там владельцу мешать, и он его спилил. Или же это был новый автомобиль, и этот катализатор спилили из-за денег. Если говорить о качестве воздуха, в первую очередь мы понимаем же, что это связано с транспортом, то есть с выбросами. Если конкретно про Алматы и его ситуацию ландшафтную. То есть качество воздуха в Алмате сегодня в основном страдает от выбросов двигателей внутреннего сгорания. Вы сейчас говорите погоду или за какой-то конкретный период? Потому что, например, зимой картина немножко как будто бы другая. Цифр у меня нет, но я предполагаю, что от ТЭЦ очень много идет выхлопов в том числе. Но есть определенные... Но, скорее всего, от ТЭЦ страдает Талгарский район. Потому что, если говорить про инверсионный слой, так называемый, когда холодный воздух идет с гор и встречается с теплым воздухом, который генерируется городом, то создается вот этот инверсионный слой, который меняет свою отметку высотную, в зависимости от баланса холодного и теплого воздуха. То есть вот сейчас дождь прошел, город остыл и очистился воздух. Другими словами, если мы говорим, что автотранспорт является проблемой, основной проблемой качества Номер воздуха. один. Номер один проблема качества. Номер один, потому что ТЭЦ и ее труба, она зачастую выше инверсионного слоя. Но почему тогда мы видим... Вот когда вы поднимаетесь на Коктубе, вы видите этот инверсионный слой. Да, и он распространяется на весь город. Особенно зимой, это же прям отчетливо же видно. По-разному. То есть зимой бывает, когда воздух, там, мы видим горы и воздух чистый. Все зависит от ситуации, вот баланса теплого и холодного. Ну, ладно, я думаю, мы этот вопрос там технологам зададим, людям, которые как раз занимаются вот именно такими вещами. Но вот если вы говорите, например, что проблема автотранспорта — это основная проблема по загрязнению воздуха в городе Алматы, значит, у нас круглогодичная проблема качества воздуха, правильно? Так точно. Абсолютно. Транспорт, понятное дело, всегда был одним из топов. Мы его чуть-чуть спустили с основного загрязнителя, да, то есть изначально власти говорили всегда о том, что это прям вот только транспорт. И это, кстати, ситуация продолжается во многих городах Казахстана, где транспорт там презентуется как основной загрязнитель. А можно предположить, почему? Потому что это размывает проблему на частных лиц и убирает проблему с заводов и ТЭЦ? Да. Я считаю, что это как бы перекладывание ответственности. С одной стороны, транспорт, понятное дело, он вообще, в принципе, транспорт — это оборудование повышенной опасности, да, и не только с точки зрения воздуха. Но если в контексте воздуха, у нас, с одной стороны, очень было трудно все время доказать, что это не так, потому что на самом деле, если мы смотрим, как формируются вот эти данные по загрязнениям, да, то есть мониторинговые станции дают нам то, что вот сейчас, в моменте, каждый Возле час. мониторинговой станции. Да, но на самом деле транспорт-то ездит по всему городу, это передвижные источники, у них есть свои проблемы в понимании того, что выбрасывает. И в контексте этой проблемы транспорт всегда определялись выбросы от него расчетным путем. Я думаю, по факту это пока вы сказали совершенно правильно. Это только разговор. Да. Но... Это же... Можно, я вот мысль хочу понять, да. Но я вижу, что много чего делаете.
Мы сами стараемся что-то делать. Я вижу, что делают общественники очень много. Фонды, да. Но давайте смотреть на цифры загрязнения. Они же остаются такими же, как и были. То есть Даже нет больше. движения, да. Нет результата, нет исхода положительного. Пока. Я надеюсь, что пока. Можно скажу? Результат мы получим только тогда, когда это будут какие-то жесткие меры. Я правильно понимаю, что не будет для всех удобных каких-то мер, Это- когда мы поборем... Нет, не некачественную- жесткие меры. Никогда жесткие меры не работали с загрязнением воздуха. Это должно быть поэтапно. Вообще первый шаг для любых изменений — это, наверное, измерение. Потому что невозможно изменить то, что нельзя замерить. Вот мы делали недавно опрос, 74% респондентов из жителей Алматы понятия не имеют, где и как проверять качество воздуха. То есть все говорят, что мы знаем, что воздух грязный, мы это чувствуем, у нас там аллергии и так далее. Но 74%. Причем среди молодежи с 18 до 24 лет количество незнающих 80%. Это о чем говорит? О том, что у нас нету такого популярного направления, как вот проверять воздух, да, качество. То есть как есть, например, IQ-еровское международное приложение, которое называется AirVisual. Там можно найти, в принципе, любую страну мира и проверить качество воздуха. Открывая Казахстан, там будет всего порядка 50 датчиков. Потому что датчики, чем больше датчиков, тем лучше информация, то, что происходит. Потому что сейчас вот даже если открыть приложение, оно не все, не раскрывает всю историю. Датчиков вы планируете провести? Как минимум 400. Эти данные потом, которые вы будете замерять, сможете, например, закинуть их в приложение «Погода»? Можно объединиться. Мы вообще думали объединиться с такими приложениями, как, я не знаю, современными городскими, может быть, там, а-ля Тугис. Я не знаю, как там Тугис, на самом деле, но было бы круто, если бы вы открываете карту, например, и видите каждый день воздух, его качество. Или покупаете квартиру, вы видите на крыше, прямо на карте, чистый район, грязный район, да? То есть это же информация. Или выбираете, например, школу ребенку, исходя из этого. Кто-то скажет, что какой смысл? Вы понаставите датчиков, что там все понятно, да? От этого ничего не изменится. Но на самом деле это самое главное, что утверждают международные исследования, что самая главная ценность этих датчиков, смарт-технологий, в том, что они повышают вовлеченность населения. Это влияет на поведение, это влияет на восприятие, что, оказывается, есть проблема. Я о ней не знаю, я ее так иногда чувствую, иногда нет, да, смотря у кого какая чувствительность к смогу, к пыли. Но она есть. И уже это первый шаг. То есть люди должны полностью осознать, что есть такая проблема, и вот она. И прям показать в черте города это все. Многие люди, горожане, они, скажем так, задумываются о качестве воздуха только когда у них появляется аллергия или какие-то сопутствующие заболевания. Но они даже не всегда могут отследить взаимосвязь загрязнения воздуха с заболеваниями. Да? Об этом не говорят в поликлиниках, это не популяризируется, к сожалению, да, на широком уровне. И я думаю, что многие люди в городе, особенно из социально уязвимых слоев, они находятся просто на другой пирамиде, на другом слое пирамиды Маслоу. Они заняты выживанием, а мы задумываемся о качестве воздуха только когда мы достигаем определенного уровня жизни, как это не грустно звучит. Например, представители креативной индустрии в городе, да, они уже задумываются над качеством воздуха, потому что уже какие-то стороны жизни у них закрыты, да, скажем так. Алматының ауа райы керемет, тамаша. Тыныс алуға жақсы. Мінекей. Кішкене жаңбыр болып тұр, шаң деген басылып, қазір керемет ауа болып тұр ғой. Экология жағынан жаман дейді ғой, ауасы. Оны айта береді. Бұнады кен ғой. Аспан деген. Бәрін тартып алып кетеді ғой. Оны айта береді. Просто. Бұл әңгіме бұл, болмайтын әңгіме. Ауасы таза міне, көк күмбек бәрі. Мен оны тексермеймін. Мен тексердім, менің қабілетім жоғын тексердім. Адам дем алып жүр, все, нормально. Алматыдағы смог болса 2 миллион адам тұр ма? Қыста көрмейсіз бе оны? Жоқ, көрмеймін. Жоқ, зияны ештеңесі жоқ. Бұл өмірде келе тұрған дүние ғой бұл деген, болып деген зат. Өмірде келе тұрған, баяғыда бала кезімізден келеді. Бұл ауысады бұлай, кетеді, келеді дегендей. Тамаша ма? Тамаша, красавчик. Кино точно ғой сіздікі. Болды, рахмет.
когда эти частицы к нам в организм попадают? Как долго они там оседают и что происходит с организмом, когда они туда попадают? Все зависит, конечно, от аэродинамического диаметра частиц. Чем крупнее частица, тем менее вредна она. Потому что частицы приблизительно до 30 микрометров и до 20, до 10 вообще не проникают глубже крупных бронхов. Для этого у нас существует мощный очистительный аппарат, мукоциллярный клиренс. Слизь, ворсинки, частицы, которые расположены в дыхательных путях. И особенно вся наша носоглотка – это мощный защитный фактор. Слизь, вот эти всякие извитые ходы. Для чего, вы думаете, нос имеет извитой ход? Почему природа так извитая? Это специальный механизм защиты от загрязнения воздуха в том числе. Потому что крупные взвешенные частицы, когда вы вдыхаете с большой скоростью, так как у них высокая тормозная скорость, они, как мелкие частицы, не могут избежать, они ударяются о слизистую оболочку, захватываются слизью, перерабатываются и нейтрализуются. Поэтому крупные частицы и видимый дым вообще для нас никакого вреда не представляет. Речь идет о хронических заболеваниях внутренних органов. Конечно, конъюнктивит, какие-то вопросы вот здесь вот слизиобразования, это да, это может быть связано и с крупными частицами. Весь вопрос в мелкие частицы. Чем меньше частицы, тем более вредны они для организма, для здоровья человека. Потому что мелкие частицы, скажем, ПМ2,5, да, и менее, большая их часть проникает настолько глубоко, что они всасываются в кровь. Поэтому все эти частицы, которые вы вдохнули, циркулируют в вашей крови. И поэтому эффекты, связанные с сердечно-сосудистыми исходами, инсульт, инфаркт, облитерирующее заболевание периферических артерий, это все в том числе болезни из-за вдыхания мелких взвешенных частиц. Они же активируют воспаление, они циркулируют с нами в крови, они индуцируют тромбоз, воспаление, образование вот этих факторов воспаления. В конечном итоге это приводит к атеросклерозу, к усилению атеросклероза, человек заболевает инсультом и так далее. Почему они считаются одними из самых опасных загрязнителей? Потому что помимо, имея маленький размер, есть уже даже контроль от PM1, то есть микрометров, они на себя адсорбируют, то есть они с собой цепляют на себя другие загрязнители, там металлы, анионы, вирусы, аллергены, тот же ковид, то есть его. Почему одна из гипотез, которая была исследована по миру, почему быстро распространялся ковид, это делали связку с загрязнением воздуха. То есть первое исследование было сделано в Гарвардским университетом, где они показали, что если бы на Манхэттене концентрации PM2,5 за последние 2 года были хотя бы на 1 микрометр меньше, микрометр метре кубическом меньше, то распространение и заболеваемость и смертность от ковида была бы на 8% меньше. То есть это один из примеров. То есть они на себя цепляют все, что угодно. Меня чуть-чуть загрузило, конечно. Ну, я не хотел вас так расстраивать. Это, так сказать, наше видение просто с научной точки зрения на этот вопрос. Факты, да? Больше. Да. Нет, вы тоже так сильно расстроились? Нет, я же в этой теме давно варюсь, еще с 15 года. Я уже давно прошла все стадии принятия, отрицания. Не, вы просто начали разговор, вы вообще начали разговор с того, что это и онкологические заболевания, да. и то, и как понеслась, и вообще разговор оттуда пошел. Да. И меня, конечно, унесло. Что в первую очередь, когда мы говорим о смоге, мы говорим в первую очередь о своем здоровье. Ну вот как раз-таки, да, вот это как будто повестка отсутствует. И она не является, потому что это действительно вопрос очень политический, не очень выгодно, когда люди будут там возмущаться. Правильно. И говорить, вот что делать, там в городе жить невозможно. Конечно, это очень сложно потом успокоить. Да, вот когда говорят о воздухе, вот совершенно правы. Когда говорят о воздухе, говорят ТЭЦ, надо переводить ТЭЦ на газ. Срочно требовать мер, да. Но мало кто поднимает вопросы вот именно здоровья и той же самой онкологической заболеваемости. Но мне не хотелось, конечно, вас так прямо уж сильно пугать. Онкологические заболевания и без грязного воздуха тоже возникают. Поэтому вы не расстраивайтесь. Ну, мы просто усугубляем, да. Верно. Просто вот это вот право на чистый воздух, тогда люди будут отстаивать. Да, оно вот у нас не реализовано, к сожалению, да. И действительно за него нужно бороться. Смотрели фильм «Не смотри наверх»? Нет. С Леонардо Ди Каприо? Там в конце фильма классная цитата. Ага. Уже комета подлетает к их дому, да. И он говорит:
У нас же на самом деле было все для того, чтобы решить эту проблему. И мы этим не воспользовались. А, типа и фильм типа тоже об этом, да, наш? Типа у нас есть возможность как-то повлиять. Да. На самом деле у нас есть все возможности для того, чтобы решить эту проблему. Абсолютно. Не, я говорю, что снимая этот фильм, у меня больше позитива. То есть до съемок я был негативно настроен. То есть я расстраивался сейчас, а теперь у меня появилась какая-то надежда, что да, что все-таки как-то решится. Я понимаю прекрасно, что вы говорите про автобусы. Это одно из хороших решений, правда. Но здание же мы не уберем. Мы же не скажем, что вот, смотрите, мы были неправы, пора убирать. Как вот быть в этой ситуации? Ну, то есть продуваемость города, она близится к нулю. Вы говорите про здание как физический барьер. Да. Но холодный воздух, который спускается с гор, он намного выше. Да? Если там говорить про тот самый инфекционный слой, он там, да, на уровне 700 метров, может быть. Да? Иногда он спускается там до какой-то другой отметки. И если говорить про здания, то они в своем физическом выражении не являются такой преградой, как генерация тепла от города. Понимаете? Некоторые не понимают, думают, что архитектура не влияет на аэрацию. Еще как влияет. Очень сильно. Вот эти многие вопросы я как раз таки и рассматриваю. Мы вечером чувствуем бризы, да? Это и есть горно-долинная циркуляция, но раньше она была ярче. Сейчас она затухает. Вот посмотрите, вот это Гоголя и Кунаева, да? Видишь, на арках. Сейчас все застроено. Да. А вот это здание Ле Корбюзье предложил. То Ему есть поставили... не случайно, да? Не случайно, а не с учетом аэрации. Потому что ветер движется вот снизу. Поэтому вот здесь арки были, они застроены. Вот эти у нас есть как скобы, я их называю. Тут нету продуваемости. Я предлагаю арки сделать и вот это открыть. Вот посмотри, Ле Корбюзье открыл, да, дома на опорах. Это знаменитый его принцип. Ему при жизни поставили памятник, потому что он сделал проветривание. То есть благодаря это не просто которому... стилистический элемент? Да, он сделал проветривание, благодаря которому исчезли комары. Почему там проветривание? Это солнечная сторона, а там теневая сторона. Между солнцем и тенью всегда возникает поток ветра. Поэтому, когда рассуждаешь, нужно знать хотя бы какие-то основы. Ну, мне кажется, только в мае. Да, такой чуть более. Апрель-май, да, наверное, самое хорошее время. Эх. А как ты вообще пришел к этому? Блин, Вообще меня сначала затянул в экономику природных ресурсов, экономику окружающей среды. Я посмотрел там изменение климата, еще что-то. Потом я писал диссертацию по загрязнению воды. И потом уже я вернулся домой. Я опять, у меня там 20-й год, снова осознание проблем воздуха. Я думаю, надо этим что-то заниматься, делать. И у меня есть какая-то экспертность, получается, понимание из-за того, что я окружающую среду изучал, environmental economics. У меня есть какое-то понимание, что как должно быть, там, что как померить. И в 22 году я в небольшое окошко запрыгнул, когда 2-3 подряд митинга разрешили провести в Алматы. Я сразу организовал митинг за чистый воздух. Просто решил какое-то свое желание что-то сделать по поводу воздуха, какой-то активистский порыв немножко в конструктивное русло перенаправить, разобраться, какую-то экспертность набрать. И вот такой у меня 2-летний активистский опыт исследователя есть. Интересно. Я был на том митинге, когда ты организовывал. Ого! Подъемчик-то нормальный. Подъем решает. Он же закончится, да, надеюсь? Слушай, а есть вот интересно в этой теме какие-то лоббисты, к примеру, кто наоборот там, вот вы пытаетесь решить проблему, а кто-то начинает сбивать вас с пути, кто-то вам подтасовывает великолепный вопрос, конечно. Неверные там данные, говорит, ребята, вы не в ту сторону смотрите, смотрите в эту сторону. И
Есть такая история? Есть, да. Я не могу сказать, что там достоверно, стопроцентно факт-чекнутая информация, но есть угольное лобби, так называемое. Есть люди, которые продают уголь на ТЭЦ. Несколько миллионов, там 3,5 миллиона тонн они сбывают к нам в Алматы. Это огромные деньги. Они не хотят, чтобы на газ переводили. Я не знаю, это откуда вообще это некомпетентность, или они реально не хотят. Ну, нам статистику тоже неправильно дают. Они используют методику там, с 80-х годов. Они говорят, нормально работает. Мы говорим, ну она не рабочая, уже сколько всего поменялось, много всего узнали. Они говорят, ну идите в министерство, и там за нас работу делайте, лоббируйте другие методики, и потом приносите нам, будем использовать. Ну, не очень рабочая схема. И вот из-за таких людей, там, может быть, из-за них, из-за системы, из-за бизнесменов, чуть тяжелее бороться. Просто это единственный случай на его памяти, когда и государство, и население, и бизнес озабочены одной проблемой явно. То есть все едины в том, что в Алмате нужно решать проблему воздуха. Вообще, это, по вашему мнению, основная проблема города — воздух? Я расскажу тоже такую штуку. Как-то Сагентаев собирал айтишников и спрашивал, ну, ребята, как мне сделать там, ну, это начинало как раз быть модным, там, стартапы, единороги. Что мне сделать, как там, уменьшить налоги, там, что-то еще, там, вам коворкинги сделать, чтобы было классно для айтишников, чтобы Алмата был город такой притягательный для IT-бизнеса. И вот, по-моему, Николай Бабешкин, глава, один из основателей «Колес КИЗ», он сказал, типа, ну, уважаемый Аким, вы, в принципе, свою работу просто делаете. Ну, у нас налоги и так невысокие, ну, нормально, жить можно. Но проблема в том, что из-за того, что в городе плохой воздух, мы не можем удержать ценных кадров. Их дети болеют астмой, например. И они готовы уехать в Европу или куда-то еще, в Штаты, в Австралию, не из-за того, что там дают зарплату выше, ну, соизмеримо, ну, как бы по уровню жизни, там, стоимости еды и, как бы, зарплаты, которую мы можем предложить тут в Алмате. Но люди просто не хотят, чтобы их дети жили в этом воздухе. Ну, как бы, они болеют. И, то есть, как бы, если Алматы хочет быть... Ну и, соответственно, вот так и Акиму сказали, что если вы хотите, чтобы ваш город был интересен, чтобы приезжали туристы, чтобы тут люди оставляли деньги и так далее, ну, надо решать проблему воздуха. Этой ситуации с воздухом то, что происходит утечка мозгов. Люди, которые понимают масштабы проблемы, и люди, которые имеют такую возможность, они просто уезжают из города. То есть таким образом мы теряем таланты, мы теряем мозги, мы теряем людей, которые могли бы здесь жить, создавать бизнесы, что-то создавать, работать. Рабочие места, в конце концов, создавать. И таким образом мы снижаем свой потенциал, как страна, как город. Есть пути решения, но все экологические проблемы мира не решались в одиночке одним человеком. Это всегда должно быть на уровне государства. То есть государство регулировано. Это не так, что вот так, как после ковида предлагали вообще Алматинской области не заезжать, а это должно быть плавно. Если вы запрещаете, вы должны предлагать взамен. В первую очередь мы сталкиваемся с тем, что это не является приоритетом для медийной повестки, в том числе для населения. Понимаете, проблема именно в этом. У нас было бы гораздо больше оптимизма, если бы для людей это было приоритетом. Вот выйдите сейчас на улицу, даже на ту же самую улицу Туль. Вы где-нибудь видите билборды, рекламу, разговоры, какую-то текстовую информацию о факторах внешней среды, о загрязнении воздуха? Нет же. Что вы видите в рекламе? Вы видите автомобили, купите такой-то жилион, купите такой-то цене, потому что тут такая скидка. Это же на каждом шагу. То есть для людей приоритетом является материальное благосостояние, купить машину, накопить на машину, потом погасить кредит, съездить куда-то, а вопросы влияния факторов среды на здоровье населения не являются для населения приоритетом. Вот этот момент нас больше всего останавливает. Если бы не он, оптимизма было бы гораздо больше. Нет, мне понравилось, что вы заметили про медийную часть. Это тоже будет большим фокусом у нас. Мы хотим, чтобы, во-первых, бизнесы этим озаботились,
вкладывали деньги в это. Потом есть люди, которые озабочены в целом какими-то социальными проблемами. Те же Арсен Томский и Хайрат Ахметов, которые вкладывают в этот фонд. У них такие меценатские цели. Там еще есть пару человек на примете, которые бы были заинтересованы в этом. Мы же вот в Сергейке видим все машины, где они ездят. Мы можем делать датчики и так далее. Ну и вообще никто в мире не чистил воздух. Вот как сделал Китай, Пекин, яркий пример. Они кардинально улучшили чистоту воздуха в Пекине. Они вынесли или закрыли производство, они ввели low emission zone, по сути, платные дороги внутри города, уменьшили число машин. Они перевели максимум транспорта на электричество. Они не чистили воздух. В смысле, они не улавливали это. Причем это Китай, да, столица, при всех их там. Никто этого не делал. Велосипед изобретать не нужно, да? В этом году произошло очень важное для Алматы событие с точки зрения законодательства и вообще ситуации с воздухом. 11 июня вступили поправки в ряд законодательных актов, регламентирующих изменения и позволяющие городу Алматы принимать правила охраны атмосферного воздуха. Этот документ дает некоторую автономность городу, который может теперь разрабатывать свои собственные правила и требования. Например, одним из таких требований может быть введение такой распространенной практики в мире. Это зоны с низкими выбросами, так называемые low emission zones. А ты не можешь на водителя ответственность скинуть? Ты должен вокруг создавать систему, где он не может ездить на такой машине. А из-за того, что мы систему довели, теперь это сложно менять. Теперь тебе нужно одним махом 200-300 тысяч машин перевести или убрать их с дорог. Конечно, это сложно будет. Если ты постепенно это не решаешь, то там все накапливается. Да, это же еще такой же вопрос. Тяжело. Народ же может быть возмущенным. Может, да, может. И будет. Бұл ескі машинені негізі жүргізуге болмайды дейді. Халық 80% ескі машинамен жүр, ол болмайды. Салоннан машина алайын десең, бірге бір кредит төлейсің. Қарапайым халықта ақша жоқ. Өсіп ақша жоқ болған үшін өсіп таксовать етіп жүрік. Мен енді о законға келіспеймін. Өйткені қаланың сыртынан ішке кіргізбеу деген болмайды. Потому что это халық сонымен жан бағып отыр. Жаңа машина ала алмайды, шынын айтса. Байлар алады жар, қарапайым халық несін алады? Сам являюсь автолюбителем, езжу на Chevrolet Cruze 2012 года, соответственно, ей уже 12 лет. Отношусь негативно к тому, чтобы вводились еще какие-то меры, так как своего автопрома у нас нету, чтобы они не говорили. А если что есть, они очень дорогие, то есть дороже, чем пригнать с другой страны. Катализатор, ескі машина 80% машинеде катализатор жоқ қой қазір. Енді ол білмеймін енді ескі машинаны жүргізбейді дейді енді ол. Ол көтеріліс болады ғой халықта, по-любому. Ол болмайды ол ескі машина. Мысалы қазір қарапайым халықтың зарплатасы біреу 80 мың жұмыс істеп жатыр, біреу 100 мыңға жұмыс істеп жатыр, ол жаңа машина алатын жағдайда жоқ қазір. Можно вопрос такой, что нам делать тогда? Вы мне уже который раз задаете этот Я не вопрос. получил на него до сих пор ответа, к сожалению. Ну, как будто не удовлетворил всех, что ли. Ну, я где-то многократно уже упоминал, что нам нужна воля государственная, давайте назовем ее государственной волей. Потому что если бы государство хотело и поставило это приоритетом, все бы работало. В Казахстане чуть больше 20 миллионов человек. Мы 9-й в мире по территории. У нас 20 миллионов человек, это примерно столько же, сколько сейчас в одном городе Стамбуле по населению. Да. Казахстан достаточно богатая страна на всю таблицу Менделеева. Вот. И в бюджет основной доход приносит эти 100 предприятий, не наши налоги. Поэтому, если просто говорить, люди не в приоритете. Я всегда говорю, что загрязнение воздуха – это экономика и политика. Вот. Другими словами,
те предприятия, которые генерят основные налоги, важнее людей, которые проживают в этой стране. Получается, что так. И пока Для это не экономики станет страны. государству выгодно ставить людей в приоритет, Да. проблема будет встречать вот такое вот сопротивление. Ну, я не знаю, бро. Мне кажется, раньше этим вопросом никто не занимался. Всем было фиолетово на этот воздух. Ну, если ты не видел результата, это не значит, что этим вопросом никто не занимался. На самом деле очень много было экоактивистов, которые доходили до своего максимума. Но просто мы эту работу сейчас не видим, но работы было достаточно много усердно. Ну да, я и говорю, что я ее не видел. И, Ну и, соответственно, не чувствовал. Ну, делая этот фильм, я точно могу сказать, что нужно отдать должное многим активистам, кто занимался вопросом воздуха. Пока нам было, по крайней мере, мне лично было, когда нам достаточно все равно, равнодушно, эти ребята поднимали вопрос и били тревогу. Они не играют в одной команде. Ты просто пойми, что Денис Винников, он сам по себе. На себя у нее тоже очень маленькая команда. Она собирает деньги еле как. То есть им не хватает вообще ресурсов на самом деле. И по сути на всю Алмату у нас там 2,5 ученых, которые могут что-то сделать. Ну о какой команде может идти речь? Вчера они говорили о том, что они выгорают. Да. И это большая проблема. У них еле как хватает сил для того, чтобы делать свою работу. Как раз для этого нужны фонды. Для этого нужно, чтобы народ немножко подключался. Потому что этих людей за все эти годы не хватает. Они очень много, долгое время говорили, громко говорили. Но они все выдыхаются. Есть история Павла Александрова, да, который по всей Алмате датчики развесил, Aircast. Каждый год мы смотрим зимой, когда видим смог, мы смотрим на показатели, да, примерно какой сейчас уровень загрязнения воздуха. Так вот, Павел Александров, он выдохся, да? Человек устал, и он забросился. Сейчас сколько там? 3-4 датчика по всей Алмате осталось. Ну вот, смотри. И проблема в том, что у него даже нету сил никому эти данные и эти знания передать. Хорошо, обратно, да? Серая картинка. Я по-своему люблю ее. Я думаю, есть две вещи. Первое — это надежда и понимание того, что ситуация может улучшиться. Ну, потому что у меня есть эта надежда. Я хотел бы, чтобы у всех людей в Алматы была надежда, что мы справимся с загрязнением воздуха. Первое. Но я думаю, что люди должны понять, что под этой надеждой тоже есть база. То есть у нас есть ученые, люди, которые занимаются этой проблемой. Это не безразлично бизнесу. И есть какие-то первые шаги со стороны акимата государства. И то есть эта надежда обоснована. Вы знаете, у меня такое ощущение, что человек посмотрит наш фильм, он увидит экспертов, он увидит проблему, может быть, чуть шире, чем он раньше знал. Он посмотрит, выйдет с этого фильма и скажет, ну, в целом, вот и все. У него нет ответа, нет какой-то методички. Вот первый должен сделать это, второй должен сделать это, третий это сделать. У нас так и не получилось найти ответ на самом деле. Мне кажется, мы так и не научились за все это время осознавать и упаковывать эту проблему для себя. Вот я сейчас вас тоже слушаю, вы говорите, можно вступить в организацию. Да. Это не критика, да? Я просто пытаюсь осознать уровень проблемы. Вы говорите, можно вступить в организацию. Если вы бизнес, вы можете донатить. Но как будто точка входа очень сложная оказалась. И когда ты простой человек, у которого есть обыденные свои дела, у тебя там утром развозка детей, ты днем работаешь, вечером у тебя там готовка еды, обратно там школа и так далее. Нет ответа, что я могу сделать. Это хороший вопрос, потому что действительно население очень неоднородное, но вот даже вот затрагивали такие темы, что мы все живем на разных слоях пирамиды потребностей, да? Кому-то нужно выживать, а кто-то уже себе эту штуку закрыл и может уже заняться вот этой темой. Но в любом случае, действительно, конкретного ответа на вопрос, что делать обычному горожанину, правда нет. И каждый решает действительно и по мере своего разумения. Потому что если мы не будем решать за себя, да, как мы хотим менять качество жизни, качество среды в этом городе, то за нас это сделать государство, а мы можем на него влиять. И вот я про это. Мне очень сложно даже отойти от этой позиции, потому что я слишком долго в ней, наверное, работала. И я очень сильно не то что за осознанность, в каком плане. Мы можем ничего не делать, это тоже нормально. Но при этом нужно быть готовым понести ответственность за то, что завтра, если мы ничего делать не будем, никак не будем вовлекаться, то завтра мы получим то, что за нас решат. Что за нас решит государство, как считают нужным, как считают удобным. Кристина Бега?
тебе ни до смога, ни до полиции. И в этом и заключается демократический процесс. Поэтому тема воздуха, она такая политическая. Мы можем ничего не решать, за нас все решит государство. Оно решит, какие нормы должны быть предельно допустимой концентрации загрязнения. Оно за нас решит, какими мерами нужно будет это внедрять. Да? То есть, будь то, скажем так, сокращение выхлопов или какие-то экологические нормы. Да, оно, безусловно, это когда-нибудь сделает. Другой вопрос, когда. И если мы хотим этот процесс ускорить, если мы хотим улучшить свое качество жизни, это в любом случае в наших руках. Как бы абстрактно это ни звучало. И в этом и заключаются вот эти вот демократические процессы, когда мы осознаем себя именно гражданином, не просто вот обывателем, который вот, ну, я живу и живу. И вот я пользуюсь благами города, я пользуюсь водой, я пользуюсь личным автотранспортом, да, и все, меня больше ничего не касается. Вот эта позиция, она немножко вот опасна, потому что рано или поздно, в принципе, мы начнем замечать, что даже когда мы называем себя политичными, все равно это тоже позиция. Каждый вкладывается в своей сфере, и смотря на них, появляется такая некая надежда. Ну и не только они, надо тоже отметить, что мы же не всех снимали, кто занимается борьбой со смогом. Есть еще другие люди, и этот же фильм про таких людей, на самом деле. Да. Большое им, конечно, спасибо. А так, конечно, хочется, чтобы в этом городе всем хотелось жить, потому что это лучший город мира. И, по крайней мере, у него есть потенциал этого города. Потенциал стать лучшим городом. И это наш дом, вот что самое главное. Наш дом, где будут расти наши дети. Вот, и хотелось бы, чтобы у них вузол был чистым. Ой, тяжело, потому что каждый тянет одеяло на свою сторону и со своей точки, то есть показать. Вот. Ну, я попробовала все. И министру напрямую заходить. И говорит, ваш экологический кодекс не работающий. Вот. Через 10 лет, когда он заработает на самом деле как нужно, как, например, в Китае, у нас у всех уже будет такой изношенный организм. Блин, детей жалко.